Здравствуйте, дорогие слушатели! Добро пожаловать на наш первый выпуск подкаста Russian in Context с Иной и Ириной. Мы очень рады, что вы сегодня с нами. Спасибо вам за это! Так как это наш самый первый выпуск, то мы хотели бы представить наш проект. Russian in Context – подкаст «Что это значит?». Это подкасты для людей, которые изучают русский язык и ищут возможность слушать подкасты на интересные и разнообразные темы на русском языке. При изучении языка различают начинающий, средний и высокий уровень. Для начинающих в интернете существует масса материалов для изучения языка, от алфавита до построения простых предложений с грамматической основой. Для людей, говорящих на высоком уровне русского языка, существует огромное количество фильмов, литературы, газет и радиопрограмм. А вот именно для среднего уровня, когда уже существует определенная база грамматики и словарного запаса, и предназначены наши подкасты. Для тех, кому еще немного тяжело понимать фильмы в оригинале, так как актеры очень быстро говорят или не все слова еще знакомы и понятны. Мы хотим дать вам возможность учить русский язык, не уделяя большого внимания грамматике, а в контексте, прослушивая подкасты на разные интересные темы. С каждым прослушиванием вы все больше и больше сможете привыкнуть к русской разговорной речи. Темы подкастов станут более понятны, и таким образом быстрее запомнятся новые слова, и ваш словарный запас увеличится. В наших подкастах мы будем говорить о личном развитии, о изучении языков, о мотивации, привычках и культуре, а также о поэзии, литературе, пословицах и поговорках русского языка. Это то, что интересно нам на сегодняшнее время, и мы надеемся, что вас это тоже заинтересует. Во всяком случае, мы на это надеемся. Прослушивая подкаст, вы, может быть, не поймете все с первого раза, что в принципе и логично. Ничего страшного. В этом случае мы предлагаем прослушать его несколько раз. А также у вас есть возможность прочитать текст в транскрипции и выполнить упражнение, ответив на вопросы викторины на нашей странице Russian in Context. Таким образом, вы сможете проверить, насколько хорошо вы поняли тему подкаста. Чтобы улучшить ваше произношение, повторяйте услышанное, то, что я говорю, вслух. На мой взгляд, это очень хорошее упражнение, которое позволит вам слушать свой собственный голос на русском языке и привыкнуть к нему. Наш девиз русский «Что, где, когда». Что? Учи русский язык с темами и подкастами, какими хочешь и что хочешь. Где? Учи русский дома, в машине, занимаясь спортом, на прогулке, а именно где хочешь. И когда? Учи русский утром, днем, вечером, в любое для тебя время, а именно когда хочешь. Желаем вам успеха и радости в изучении русского языка с нами, с Иной и Ириной. После этой небольшой заставки мы перейдем к нашему первому подкасту, который называется «Изучение языков. Все прелести и преимущества». Большинство из нас говорят минимум на одном языке, а именно на родном языке.
Родной язык– это тот язык, который мы выучили в детстве с родителями, бабушками и дедушками, а также в школе. В большинстве стран дети изучают в школах иностранный язык или даже несколько иностранных языков. Обычно это английский, немецкий или французский. До сих пор есть достаточно много людей, которые говорят только на одном языке всю их жизнь. Часто они думают, что это трудно и утомительно изучать другие языки, или что это просто потеря времени. Наш мозг очень ленив, и, может быть, поэтому мы очень быстро забываем заученные слова или фразы на другом языке, если у нас долгое время не было практики. Как несправедливо, ведь мы же не забываем, как водить машину, плавать или кататься на велосипеде, даже если долгое время не тренировались. Может быть, поэтому многие думают, что учить новый язык бессмысленно. Иногда это сравнивают с уборкой в доме. Вроде не хочется, а нужно делать. В принудительном порядке это утомительно и часто не хватает мотивации. В принудительном порядке это если вас заставляют. По каким причинам мы изучаем другие языки? Чтобы увеличить шансы при поиске работы, сделать карьеру, влюбившись в человека, говорящего на этом языке, из-за литературы, так как хотим читать произведения любимых писателей в оригинале, слушать любимую музыку и понимать ее, смотреть фильмы, общаться с новыми людьми в разных странах на разных языках, чтобы лучше узнать их культуру, обычаи и привычки. Другие причины, по которым мы изучаем или можем изучать языки, это наш мозг и наша толерантность. Что я хочу этим сказать? Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, существует ли разница между мозгом многоязычного, то есть человек, говорящий на разных языках, и одноязычного человека? Ученые часто приводят примеры на детях, которые с детства, например, мама говорит на русском языке, а папа на немецком, изучают два языка. Один из этих языков в большинстве случаев может быть доминирующим, другими словами, главным. В этом случае чаще всего играет роль наш окружающий мир и дальнейшее развитие языка. Например, на каком языке говорят родители между собой, на каком языке происходит общение в детском саду, в школе, на каком языке он общается с друзьями, братьями и сестрами. Многие ученые думают, что двуязычные дети более способны контролировать свою окружающую среду и подстраиваться к ней значительно быстрее. Это можно было бы сравнить с вождением машины. При вождении машины мы замечаем знаки дорожного движения, других автомобилистов и пешеходов. При этом соблюдаем правила дорожного движения и концентрируемся на дорогу. Двуязычные дети также должны соблюдать правила и концентрироваться, различать с кем и в какой ситуации, на каком языке разговаривать. Например, на одном языке они общаются со своим отцом, а на другом – со своей матерью. Они должны быть готовы быстро сменить язык, быстро отреагировать на ситуацию. Значит, их мозг уже приспособился к этому занятию, к этому упражнению. С практикой наш мозг все проще перестраивается и адаптируется к новой ситуации. К счастью, это касается не только детей, которые вырастают двуязычными, но и взрослых, которые позже изучают второй язык. Этим они также развивают их мозг. Они учат адаптироваться к новому языку и переключаться на него в определенной ситуации.
но на это им нужно больше времени и усилий, чем ребенку. Если мы регулярно занимаемся спортом, двигаемся и правильно питаемся, наше тело остается на долгое время в форме и медленнее стареет. Это можно сравнить с нашим мозгом. Чем больше мы его тренируем, тем больше он развивается и остается молодым. Изучение языков – это замечательное упражнение для развития нашего мозга и памяти. Многие научные исследования показали, что люди, говорящие на многих языках, меньше страдают болезнями, такими как потеря памяти или частичная потеря памяти. Почему, вы хотите спросить? Когда мы изучаем язык, наш мозг должен совершать огромную и часто утомительную работу. Раньше, когда я изучала немецкий язык, посмотрев фильм на этом языке, сконцентрировавшись или пообщавшись с кем-нибудь 1 час на немецком языке, я так уставала, как будто побывала в спортивном зале или чувствовала себя, как после тяжелого трудового дня. Мозг должен работать, воспроизводить и перерабатывать информацию. Со временем это становится все проще и проще. Мозг привыкает к этому процессу, этим он медленнее стареет. Это хорошая новость, не правда ли? Вот если вы хотите, чтобы ваш мозг оставался молодым и в хорошей форме, продолжайте изучать русский язык. Изучение языка или языков позволяет нам быть более толерантными к окружающему миру. Толерантность – это способность уважать других, их свободу, их мнение, их привычки и их внешность. Почему? Когда мы изучаем другой язык, мы понимаем, что люди разные, что они по-другому думают. Мы понимаем лучше их культуру, и что наш родной язык не является единственным в этом мире. Когда я была маленькой девочкой, я была уверена, что все понимают русский язык. Изучая в школе английский, я думала, что если я скажу слово «стол», то все меня поймут. Пусть он на английском называется table, на немецком – Tisch, на французском – table и на испанском – mesa. Но если я скажу, что это стол, значит все меня поймут. Каким большим было мое удивление, когда я поняла, что это не так. Вы можете себе представить? Изучая языки, мы развиваем манеру думать и понимать лучше других людей, другие страны, их культуру и окружающий мир. Мы лучше понимаем, почему они себя так ведут. Мы признаем разные культуры и уважаем их. Изучая новые языки, мы можем лучше приспособиться к новой ситуации, которую мы не знаем. Человек, который часто путешествует, проще приспосабливается к новой стране, к питанию, разнообразной пище, к нахождению в окружении людей разных национальностей и к общению на разных языках. В противоположном случае, для человека, который никогда не путешествует, это очень сложно. Он чувствует себя неловко, находясь в незнакомом месте. Часто чувствует себя потерянным, так как он не привык к таким ситуациям, так как такие ситуации незнакомы его мозгу. Ему трудно перестроиться, адаптироваться. Знание многих языков дает возможность быстрее адаптироваться. Например, мы можем слушать текст на этом языке, смотреть фильм, слушать песню, читать текст,
даже если мы не понимаем каждое слово. Новые слова часто усваиваются и понимаются в контексте. Мы концентрируемся не на те слова, которые не знаем, а на те, которые знаем. Чем дольше изучаем язык, тем проще это становится. На сегодняшний день, много лет спустя, я свободно говорю на немецком языке, и моему мозгу не доставляет никаких усилий общаться, думать и говорить на нем. С изучением каждого нового языка наш мозг все проще и проще адаптируется, проще преодолевает блокаду, чтобы начать говорить на новом языке. Чтобы подвести заключение, двуязычные люди, которые говорят на 2 языках, или полиглоты, которые говорят на многих языках, более уверены в себе. Этим я хочу сказать, что они верят в свои способности, что они проще адаптируются в новых ситуациях, и они не боятся выйти или покинуть свою зону комфорта. Они более открыты к новым начинаниям, сделать что-то новое, что-то прекрасное. Ну вот и подошел к концу этот подкаст. Не забывайте, что транскрипцию и викторину к этому выпуску вы найдете на нашей странице Russian in Context. А если вам понравился наш подкаст, оставьте свои отзывы на нашей странице, на YouTube или на Spotify. Это поможет другим быстрее найти нас и учить русский язык с нами. Сегодня с вами была Ина. До скорой встречи. Пока-пока.